Зимний вечер подходил к концу, когда рыбак Сергей направился к своей лодке, стоявшей у замерзшего берега реки. Лед местами трескался, вода текла стремительно, и он уже собирался уходить домой, когда услышал странный плеск и глухие удары о лед. Присмотревшись, мужчина заметил, как среди осколков льда в ледяной воде отчаянно барахтался бобр. Его мех был насквозь мокрый, лапы раз за разом пытались нащупать опору, но течение снова и снова утягивало его вниз. Видно было, что животное уже измотано, и каждый новый взмах давался с трудом. Секунды тянулись мучительно долго. Сергей понимал, если он промедлит, бобр не продержится. Но вода была ледяная, и шагнуть в нее значило самому оказаться в смертельной ловушке. Он скинул с себя куртку, бросил на берег удочки и, не думая о риске, прыгнул в ледяную воду. Сильный удар холода сбил дыхание, но он пробивался к животному, разрезая руками крошево льда. Бобр уже почти перестал двигаться, глаза его закрывались, и казалось, что вот-вот он уйдет под воду навсегда. Сергей схватил его за загривок, но течение было настолько сильным, что обоих закрутило и ударило о льдину. Мужчина из последних сил подтянулся к кромке берега, цепляясь пальцами за ледяной край, и вытолкнул бобра наверх. На берегу люди, которые успели собраться вокруг, помогли вытащить и самого Сергея. Бобр лежал без движения, но спустя минуту он глубоко вдохнул, зашевелил лапами и приоткрыл глаза. Когда его укутали в куртку и согрели, он поднял голову и посмотрел прямо на Сергея. В этом взгляде не было дикости, только странная тишина и словно благодарность за то, что человек рискнул жизнью ради него. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.